1247 страниц. Это я могла сделать где-то за месяц. А вот соседка у меня говорит: у тебя же машинка есть? Я говорю: ну, есть стиральная, есть швейная. Да ну, что ты там рассказываешь, у тебя пишущая есть. А когда уже у меня появилась семья, уже дети, мы беседовали с ними. То если вы что-то расскажете, значит, маму заберут. Ну, у них глаза такие большие, сразу такой немножко страх. Ну, и они понимали, что этого говорить нельзя. В 1890 году братья Лепсак, известно, что это два руководителя церкви, они начали организовывать общество книгонож-колпортеров. Правда, это было такое время, что здесь литературы они не могли печатать. Доставать было очень сложно, но присылали ее из Америки, из других стран, где на русском языке издавалась литература. И поэтому братья организовали вот это общество распространителей литературы. Первая книга Эллен Уайт, которая была переведена на русский язык, это была книга «Христианское воздержание», изданная еще в 1898 году. Вторая книга это была «Путь ко Христу», изданная в 1904 году в Финляндии, в Гельсинфорксе, но на русском языке. И третьей книгой была книга «Нагорная проповедь», она была издана в Петрограде в 15 году. В то время адвентисты открыли в Санкт-Петербурге небольшую частную типографию. И руководителем этого предприятия стал пастор Иван Львов. И четвертой книгой стала «Великая борьба». Первое издание книги «Великой борьбы» – это идет подлинник с подлинной обложкой. Этих изданий сегодня сохранилось буквально единицы. Была издана в период Первой мировой войны в Америке и явилась первым изданием «Великой борьбы» на русском языке. С тех пор до 1928 года практически это была свобода книгопечатания, и адвентисты получили все возможности издавать журналы, такие как «Благовестник», «Голос истины» и многие другие. В этот двор мы приехали 5 мая 1963 года. Этот дом купил отец, и мы здесь жили, два брата моих старших и я. В то время в Донецке церковь была закрыта, с регистрации снята. Нашли причину его конфисковать. Это было не только в Донецке, это были во всех областных почти центрах. И молитвенные богослужения проходили в нашем доме, в нашем дворе. У нас была группа молодежи, так называемая лесная община, потому что мы собирались летнее время на природе, в посадках, в лесопосадках. Ну и она так называлась «Лесная община». Ее возглавлял Павел Кацель. Ну и поскольку они жили по адресу Каменоломная, 30, всегда мы на этом месте, молодежь встречалась. Почти каждый вечер, даже среди недели, приходили, играли на инструментах музыкальных, записывали программы на магнитофон. По ночам печаталась литература. В этом доме мы начали свою работу по машинописи, чтобы периодически издания выходили
И книги духопророчества. Конечно, все это мы делали, как в то время, нелегально, но с Божьей помощью Бог хранил нас, и мы с радостью совершали этот труд. Мне тогда было 17 лет. Следующая комната, и здесь у меня стоял стол письменный, вот это у этого окна. Я 26 лет проработала за пишущей машинкой. У нас одна сестра, Иванова Евгения Алексеевна. Она понемногу делала уроки субботней школы, и я у нее бывала. И вот мне посоветовали, чтобы я немножко подучилась у нее и начала ей помогать. Мне дали небольшую машинку портативную, вот, и я начала. А потом Томенко Юрий Федорович говорит: знаешь что, Надя, иди учись на машинистку. И я послушалась, посоветовалась с родителями и пошла. Выучилась. Отец мне купил хорошую машинку «Оптима», немецкая пишущая машинка. И она мне прослужила все эти 26 лет. В середине 50-х годов, когда продолжали действовать запреты советских властей на книгопечатание, тогда был организован самиздат, так называемый самиздат. Мы печатали на печатных машинках, печатали «Великую борьбу», «Патриархи и пороки», «Желания веков». Потребность в литературе – это была насущная потребность каждого человека, потому что каждый член церкви эти уроки субботней школы искали, распределяли. Нам нужно было обеспечить наших членов церкви утренним стражем. В начале года каждые 3 месяца это беседы библейские или субботняя школа. В магазинах Советского Союза появились первые печатные машинки. Раньше этого не было. Считайте, что это было где-то 63-64 год. Мы приобрели старенькую трофейную машинку «Ундервуд». Адвентисты начали массово покупать эти машинки с тем, чтобы печатать материалы. Например, во Львове, где я тогда работал пастором, было закуплено около 40 таких машинок в разных. Это делалось все подпольно, конечно. Была сложность, потому что в Казахстане, в Средней Азии это делали на 2 языках. У нас много было немецкой диаспоры, которые туда во время войны заслали. Они были спецпереселенцы. И, естественно, мы были озабочены, чтобы перевести это еще на немецкий язык, потом отпечатать и к сроку все это раздать. Каждый хотел получить более шрифт, чтобы был более четкий. 8 экземпляров более-менее получалось, а 9 уже, мы всегда говорили, для слепых. А поскольку мы ставили заложку самое меньше 10, а то 14 экземпляров бумаги, да еще копировальных столько, то можете представить себе, это 24 странички папиросной бумаги пробить. А все зависит от машинки, от машинистки, как она стукнет, как она пробьет. И если ты ударишь, вот попадешь на этот ободок под ногтем, это чувствовалось. Надо было доставать бумагу, доставать копирку, доставать пишущие машинки, ленты
И все это было на контроле у Комитета госбезопасности. Каждая машинка имела свой реестр и штамп своего, так сказать, шрифта. И нам нужно было как-то так делать, чтобы никто ничего не видел, не слышал. Работали иногда в туалетах домашних, в шкафах, скажем, одежду из шкафов выносили, чтобы соседи не услышали стука, то надо было эти стуки машинок заглушать. И так работали, понимая опасность этой работы, потому что все знали, если это будет обнаружено, то, само собой разумеется, что это угрожала тюрьма до 5 лет. Когда я была не замужем, я была одна, то я печатала 50 страниц в день. Это у меня была норма, это я должна была сделать. Если мне даже кто-то помешал, бывало, что кто-то пришел, кто-то от меня отвлек, то я обязательно вечером допечатывала, чтобы у меня было 50 страниц в день. Потому что если нет цели, то оно и работы не будет. Этот адрес, эту квартиру, она была, по-видимому, под особым наблюдением, поэтому мы об этом знали, и поэтому в какой-то степени сохраняли вот такую конспирацию. Когда мы поженились, я тогда увидел, что она работает. Оно как-то не распространялось. А когда уже у меня появилась семья, уже дети, то даже 1,5 месяца ребенку я уже его ложила себе возле себя, другой игрался, а я печатала. У меня было 30 страниц в день. Молодые были, чтобы страшно было ли чего. Делали дело Божие, да и все. Считали, что Господь охраняет. А за то, что последствия никто даже не думал. Конечно, дети есть дети. Когда они выходили на улицу, то, конечно, я их предупреждала, говорила, мы беседовали с ними, что если вас кто-то спросит, что мама делает, вы скажите, что мама занимается своим делом. Или готовит кушать там, или что, своя работа. Ни в коем случае не говорите, что мама делает за столом. Но они спрашивали, почему. А папа им говорил, что если вы что-то расскажете, значит, маму заберут. У них глаза такие большие, сразу такой немножко страх. И они понимали, что этого говорить нельзя. А здесь у нас под окнами проходит тротуар, люди ходят. И иногда я посылала или сестру, или мужа, чтобы послушать, слышно, когда я работаю. Говорят, иногда, если прислушиваться, то слышно. Люди, видимо, слышали, я так думаю, потому что потом высказывались уже, когда прошло это время. Уполномоченные говорили, если у Христа было 12 апостолов, учеников, и там оказался Иуда, то на 150, будьте уверены, у нас есть и уши, и глаза. А соседка у меня говорит, у тебя же машинка есть? Я говорю, есть стиральная, есть швейная. Да что ты там рассказываешь, у тебя пишущая есть. Ее муж работал в облисполкоме, и Бог хранил, и, видимо, удерживал его, что он никому ничего даже и никому не доложил, никому не сказал. А здесь у меня сохранились книги, которые я печатала. Я имела право тогда, когда делаю одну из книг, я одну книгу себе оставляла. Да, я закладывала 11 экземпляров. Я где-то брала 5-й, 6-й, в середине. Много прошло через руки бумаги, копирки. Она сама это все делала. Я ей бумагу не раскладывала, не слаживала. У меня руки как-то до этого, эту бумагу тонкую как-то она не... Да, она сама этим
У меня вот это брат Костя, вот это его работа переплетная. Он переплетал. Вот. Например, брат Парасей Александр Федорович, он заказывал себе только вот в таком размере, такого формата. Почему? Я не знаю почему, но мы ему это делали. Вот. И все книги духопророчества мы в таком размере делали. Ну, это я, видимо, оставила себе одну. Для пользования так она как будто и неудобна. А почему ему так удобно было, я не знаю. Вот. А то, что приходили заказы на книги из Кавказа Северного, в частности, Туапсе, Ставрополь. Надя, когда работала на машинке, приходила другой раз машинку в ремонт носить. Когда она сама жила, ей самой приходилось это делать. Ну, я скажу, что 11 экземпляров, чтобы пробить, это нужна большая сила удара. И, конечно, от работы ежедневной, то все эти крючки на этих буквах, которые соединялись, то они ломались. Когда у меня поломался один рычаг, конечно, я уже ничего не могла сделать. Это была зима, а работать нужно было, потому что нужно было срочно. Если это книга, то это не очень-то срочно. А если это периодика, там уроки или молитвенные чтения, утренний страж, бывало такое, что нужно срочно. Вот, и я решила отнести эту машинку в ремонт. Домой я не могла пригласить мастера, потому что это чревато последствиями. Я взяла эту машинку, положила в большой рюкзак на спину и поехала в город. Ну, так замаскировала в рюкзаке, что-то еще напхала, чтобы каких-то газет, чтобы не было так видно очертания этой машинки. И повезла ее в город, в мастерскую. Ну, нашла мастера. Он говорит, ну, оставляйте, завтра приедете. Я говорю, не, я оставлять не могу. А почему? Ну, мне нужно и все. Я боялась ее оставить, потому что я и так смотрела, никто ли за мной не смотрит. Ну, и я, конечно, уговорила, и он не сделал. И опять же в этот рюкзак, она, конечно, тяжелая. Ну, Божьей помощью пришла домой и заново за работу. Когда уже мы поженились, то я носил рюкзак и на плечи пошел. Ну, это, так сказать, касается то, что я сказал, вот этого самиздата. Но все время мы мечтали не о работе не на пишущих машинках, мы мечтали о издании литературы, ну, типографским образом. И, конечно, мечтали мы издать труды духопророчества, которые в нашем народе ходили, ну, как на машинописи. Оба эти издания Великой Борьбы, как мы уже отметили, они были изданы за рубежом.
но они довольно-таки широко попадали на территорию России, и именно с этих изданий осуществлялись машинописные издания, которые были в основном представлены в бывшем Советском Союзе. Там и механические ошибки, и припечатывание, и одно другое, и перевод был некорректированный. Нужно было их заново отредактировать, и нужно было привести их в такой хороший литературный вид. Начиная с 1978 года я уже практически официально уже нес работу главного редактора всех изданий, которые мы... То есть подготовка текущей литературы, уроки, и утренние стражи, и молитвенное чтение. Вот 3 вещи. Они нам давали возможность так и подпольно кое-что издавать, и кое-что и не подпольно. В декабре 1983 года, тогда организации не было в нашей церкви, но власти разрешили создать Координационный совет церкви. Возглавлял этот совет пастор Кулаков Михаил Петрович. Я был его заместителем. И вот в 1983 году мы решили создать специальный орган, издательский орган. Все же можно было начинать делать и воплощать в жизнь, если там, наверху, есть такое решение, значит, вплоть до Центрального комитета Коммунистической партии. Потому что все оно контролировалось. Это для них разрешить печатное слово, это было очень даже серьезный вопрос. Председатель Совета по делам религии Харчев был приглашен на генеральную конференцию и увидел наше издательство за рубежом. И в Америке его приняло наше руководство уже в новопостроенном офисе. Он посетил издательство, познакомился с Отисом. И поэтому, когда этот вопрос ему был поставлен, что мы бы хотели печатать там литературу и завозить ее в Советский Союз, он только спросил, а кто будет оплачивать? Мы сказали, что вас это не интересует. Они там найдут деньги и будут оплачивать. Тогда называли громко «перестройка». Горбачевское время, когда перестройка, когда все пошло на гласность, когда публиковали печати «Дорога к храму», то есть духовность человека поднимали. Вот тогда это раскрывало больше, люди тянулись к храму. Кулаков Михаил Петрович договорился на уровне заместителя председателя Совета министров, был организован прием и Отиса, и Метлайдера, и Кулакова, на котором было вот это решение разрешить церкви адвентистов седьмого дня строить издательство. Вот это было в январе. Это была первая такая веха, от которой потом уже можно было развивать этот весь проект. Конечно, когда мы будем иметь семинарию, нам очень важно, чтобы при семинарии было какое-то издательство. Причем 1988 год – это тысячелетие христианства на Руси. Это помогло, понимаете, что в этот год как-то Михаил Сергеевич Горбачев собирал всех руководителей конфессий у себя, приветствовался, беседовал с ними. То есть вот, это был такой жест, связанный с вот этой датой. Потом уже они, может быть, и спохватились, что слишком много дали свобод, но уже было движение. Не то, что противники были, но были часть людей, которые в это не верили, которые считали, что это заберут, отберут. И когда это стало известно Отису, он тогда сказал, тогда нам нужно спешить, быстрее построить, чтобы оно могло дать какую-то отдачу.
нас очень важно засвидетельствовать сегодня важность того события, которое происходит здесь. Мы не просто перерезаем ленточку в новое прекрасное здание. Мы не просто заходим в помещение, которое будет наполнено оборудованием высокого качества. Это первое христианское издательство на территории этого дивизиона. Я пришествие Господа нашего. Поэтому Ну, конечно, с чувством исполненного этапного долга, с чувством сделанного важного дела, и что оно сейчас вот пойдет. И пошло, слава Богу. Я ожидал, что здесь будет в достатке литературы для всех, ну, в первую очередь, членов церкви. Я очень любила эту работу, очень любила. Для меня, а если новая книга, то это вообще очень увлекательно. Я любила работать. В 1988 году мы уже свернули свою работу, потому что открылась типография в Завокске. На тот момент это, конечно, был взрыв. Взрыв не только среди адвентистов, но и вообще в мире, в окружающем. Все, кто знал, что открылась типография, это было какое-то чудо. Потому что железный занавес, никакой религиозной литературы, и тут вдруг появляются книги. Книги шли, просто расхватывали. Тиражи были огромные. По 100 тысяч мы издавали. Все мы, конечно, были воодушевлены. Наша мечта, наши молитвы воплотились в реальность.